Всем привет, друзья! Всех приветствую на канале Power Device. И в этом ролике я покажу вам, как из новой шторки HyperOS удалить вот эту колонку. Как можете видеть, у меня здесь приложение MacroDroid. Но также здесь может быть приложение Google Home, Android Edge и так далее. Собственно говоря, когда мы все это уберем, ваша шторка будет выглядеть так. Все это сейчас сделаем вместе, и к концу ролика ваша шторка будет выглядеть именно так. Без лишней и ненужной колонки. Первым делом вам нужно будет скачать вот такое приложение под названием Brevent. Скачать вы его сможете в моем телеграм-канале. Ссылка будет в описании. Также напомню, пожалуйста, не забудьте подписаться на мой телеграм, если этого еще не сделали. После того, как скачали приложение, сразу его устанавливаем. Далее заходим в него. Нажимаем «Принять», продвигаемся вправо, запустить Brevent, разрешить. Дальше приложение предлагает нам зайти в меню разработчиков. Если оно у вас активировано, нажимаем здесь. Если не активировано, то заходим в настройки, о телефоне, по версии MIUI клацаем много раз, пока вы не станете разработчиком. Дальше идем в расширенные настройки для разработчиков. Здесь спускаемся немного вниз, включаем отладка по USB, в появившемся меню ставим галочку и нажимаем ОК. Теперь спускаемся еще немного ниже, отладка по USB, настройки безопасности, включаем эту галочку. Здесь 3 раза нажимаем «Далее», Next. Далее, друзья, обязательно нужно подключиться к какому-то Wi-Fi, неважно к какому. Теперь нажимаем «Беспроводная отладка», ниже написано «Включить режим отладки при подключении к сети Wi-Fi». Без Wi-Fi это, к сожалению, не получится. Просто подцепитесь к какой-то сети. Здесь включаем «Беспроводная отладка». Далее здесь же нажимаем «Подключение устройств через код подключения». Теперь это все сворачиваем и снова заходим в Brevent. Порт беспроводной отладки. Окно должно поменяться вот на такое. Теперь вызываем меню недавних, удерживаем на наших настройках и разделяем экран. И нажимаем на Brevent, чтобы в разделении экрана открылась беспроводная отладка, которую мы запустили ранее, а внизу Brevent. Теперь в беспроводной отладке снова нажимаем «Подключить устройство через код подключения». Смотрите, вот здесь в Brevent уже автоматически должен ввестись наш порт. Вот он, 41893. Порт он вот здесь, 41893. После двоеточия. Если вдруг он у вас не ввелся, вводите его вручную. А теперь вручную вводим вот этот основной код, шестизначный. Вот сюда. 395 352. У вас это, конечно, будут другие цифры. Код я ввел. Проверяю. Все совпадает. Нажимаем «Беспроводное сопряжение». Здесь в подключенных устройствах должен отобразиться Brevent, а также придет сразу много уведомлений. Brevent работает. Теперь все это можно свернуть и заходим в само приложение. То, что мы сейчас проделали ранее, это мы дали кое-какие скрытые права на выполнение некоторых функций. Все основное мы уже сделали. Осталось дело за малым. Нажимаем 3 вот эти полоски. Выполнение команд. ОК. Вот в эту строку нам нужно будет ввести следующую команду. Я вставил нужную команду в нашу строку Brevent. Естественно, эту команду я оставлю внизу по ссылке в описании. Просто ее скопируйте. Нажимаем «Выполнить». Brevent можно свернуть. Открываем нашу шторку. Теперь в этой строке в шторке у вас должна пропасть Android Edge. Далее, друзья, у вас, допустим, может здесь остаться MacroDroid или Google Home. Чтобы удалить Google Home, зайдите в Play Market, напишите в поиске Google Home, но у меня это приложение недоступно в нашем регионе. Если Google Home через Play Market у вас не удаляется, заходим в настройки, приложения, все приложения, 3 точки, показать все приложения. Здесь пишем Home. И просто нажимаем «Удалить». Если вдруг у вас и таким образом невозможно его удалить, то делаем следующее. Нажимаем вот сюда, находим здесь строку APK Name и вот здесь справа просто клацаем. У нас копируется эта строка. Теперь вернемся в Brevent.
В этой строке оставляем ту же команду, только до 0. Нажимаем «Вставить», и у нас вставляется имя пакета Chrome. Нажимаем «Выполнить команду». Идем на рабочий стол. Открываем шторку. Теперь у меня остался один макродроид, но здесь уже ничего не поделать, друзья. Это приложение также придется удалить, если вы хотите удалить ту строку. Пожалуйста, мы все сделали. Также, друзья, если вдруг вы вообще не знаете, как установить такую шторку на вашей Xiaomi, то ссылку на это видео, как это все сделать, оставлю в описании под этим роликом. Надеюсь, данный ролик заслуживает лайка. Также подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать следующие интересные ролики, оставляйте комментарии в поддержку, задавайте свои вопросы, чем смогу, помогу. Желаю всем только качественных девайсов и правильных настроек. До встречи в следующих роликах. Всем пока!